С улыбкой и поклоном для встречи с Трампом Путину придется пойти на унизительное условие. Отказаться от Крыма на 99 лет. Журналисты публикуют детали мирного плана, в Киеве опровергают. Врет и почти не краснеет, что рассказывает американским переговорщикам друг дочери Путина. Россия на краю пропасти. В Центробанке придумали для этого красивый термин. Новая пощечина российскому флоту от украинской разведки. Ереван плюс Баку плюс Вашингтон минус Москва. Беспрецедентное событие в Белом доме. Сезон охоты на агентов Москвы теперь и в США. И многое другое. Самые важные и срочные новости. Эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в Украине, России, Беларуси и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Время завершать войну. Так в очередной раз заявил Владимир Зеленский. Президент Украины после разговора с Дональдом Трампом ведет интенсивные консультации с другими партнерами. Говорил с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Украина и Германия одинаково видят необходимость как можно быстрее завершить войну достойным миром, и параметры окончания этой войны будут определять условия безопасности для Европы на десятилетия. Зеленский сообщил, что Киев предлагает 3 варианта для переговоров. Президент подчеркнул, Украина не боится встреч и ожидает такого же смелого подхода с российской стороны. Но в Москве продолжают играть в игры. Что касается варианта трехсторонней встречи, о которой вчера почему-то заговорили в Вашингтоне, то этот вариант был просто упомянут американским представителем в ходе встречи в Кремле, но этот вариант конкретно не обсуждался. Российская сторона этот вариант оставила совсем полностью без комментариев. Правда, чуть позже с комментарием перед камерами появился шеф Ушакова. Владимир Путин уже не был так категоричен. А что Зеленский? Вы встречи были? Я уже говорил неоднократно, что я ничего в целом не имею против, это возможно. Во время встречи со спецпосланником Уиткофом Путин не то что не был категоричен, а очень улыбчив и бил челом. А помощник хозяина Кремля признал. Было предложение стороны американцев, От которого нельзя было отказаться. Чуть не вырвалось у господина Ушакова, но после долгой паузы он сформулировал чуть иначе. Было предложение стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым. Встречаться с Дональдом Трампом Владимир Путин готов как можно скорее и даже назвал возможную площадку – Объединенные Арабские Эмираты, а вот с Зеленским только с оговорками. Но для этого должны быть созданы определенные условия. А вот для создания таких условий, к сожалению, пока нелегко. А вот что имеет в виду под этой формулировкой инициатор войны, остается гадать. Захват еще нескольких областей Украины, взятие Киева. Как думаете? Но на все эти очевидные игры Кремля отреагировали за океаном. Пока неофициально. Трамп пойдет на встречу с Путиным только в том случае, если тот согласится на переговоры с Зеленским. Об этом корреспонденту Нью-Йорк Пост сообщил неназванный представитель Белого дома. Какое оно? Предложение спецпосланника Трампа, от которого не смогли отказаться в Кремле. Детали попали в руки журналистов. Ни американских, ни российских и даже не украинских. Их опубликовал польский портал Анет. Предложение содержит несколько ключевых пунктов. Во-первых, Россия и Украина заключат не мир, а перемирие. Во-вторых, предусматривается фактическое признание российских территориальных завоеваний. Вопрос может быть отложен на 49 или даже 99 лет. Следующее. Большинство антироссийских санкций отменяются, а в долгосрочной перспективе возможен возврат к импорту российского газа и нефти. План не дает гарантии нерасширения НАТО, то есть Украина может быть принята в альянс. Одновременно приостанавливать военную поддержку Украины никто Москве не обещает. Что думаете об этом плане? Пишите в комментариях. Тем временем в Киеве поставили под сомнение публикацию Онета. Сомнительно, что Уитков или Ушаков успели поговорить с этим порталом. Вчера, во время разговора лидеров США и Украины, ничего подобного не упоминалось, и Уитков ничего такого не говорил. Он говорил совсем о другом.
В свою очередь, Bloomberg делится более оптимистичной утечкой. По информации агентства, Трамп считает, что Путин готов к территориальным уступкам. Таким мнением, согласно неназванным источникам, президент США поделился в беседе с американскими союзниками. Россия стоит на краю, и падение экономики неотвратимо. Страну ждет полноценная рецессия уже в следующем году. Это следует не из оценок каких-то иноагентов, а из аналитической записки Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. А руководит этой структурой никто иной, как брат министра обороны Андрея Белоусова Дмитрий. В записке утверждается, что переход к падению ВВП не остановит даже дальнейшее снижение ключевой ставки Центробанка, который это делал уже дважды в этом году. Последний раз в июле до 18%. Правда, неутешительный диагноз ставят российской экономике не только в околоправительственных структурах, но и в самых верхах. В июне о том, что страна оказалась на грани рецессии, заявлял глава Минэкономразвития Максим Решетников, а накануне в Центробанке скорректировали свой прогноз. Теперь в ведомстве считают, что рост экономики к концу текущего года замедлится до нуля. Хлопок, задымление, жест доброй воли, а теперь вот нулевой рост. Как вам изыски новояза? Тем временем дыра в бюджете страны-агрессора продолжает стремительно расти. За июль дефицит увеличился более чем на 1 триллион рублей и по итогам 7 месяцев приблизился к 5 триллионам. Это следует из предварительной оценки Минфина. Это на четверть больше, чем он планировал по итогам всего года. Расходы, в первую очередь на войну, продолжают расти, а нефтегазовые и иные доходы резко падают. Ранее стало известно, что правительство готовится скорректировать бюджет уже второй раз в этом году. Некоторые эксперты прогнозируют, что если дела пойдут так далее, дыра в российском бюджете может вырасти даже до 9 триллионов рублей. Но вопреки очевидным фактам, рупоры Кремля продолжают лгать о состоянии казны. Рост российской экономики значимо превысил фактически стагнацию, которая происходит и в Британии, и в экономике Евросоюза, в том, что Россия прекрасно справляется с различными формами давления на российский рынок. Остается только представить, что один из главных кремлевских переговорщиков и близкий друг дочери Путина Екатерины рассказывает своему партнеру Уиткофу и другим американцам о войне. Россия открыта к созидательному и конструктивному диалогу с Соединенными Штатами. Неужели Дмитриев думает, что Трамп так плохо осведомлен? Как думаете? А может, он тоже интернетом не пользуется, как шеф, и просто не читает постов президента США? Пишите в комментариях. День ВМФ России прошел, а праздник продолжается. Очередной русский корабль ушел по известному адресу. Об этом сообщает Главное управление разведки при Минобороны Украины. ГУР поразил в Крыму российский десантный катер проекта 02510 БК-16. Также украинские разведчики сообщают про попадание дронами в 3 радиолокационные станции и базу ПВО на горе Айпетри. Не хотел. Мы куда приедем, везде обстрел, блядь. Смотри. Бля. А что там за горой? Там, наверное, какая-то база, да? Там... В ГУР подчеркивают, что этот удар увенчался успехом, несмотря на то, что оккупанты стали прятать РЛС под специальные купола. На днях ГУР сообщил о том, что добыл документацию атомной подводной лодки «Князь Пожарский», которая всего 2 недели назад была принята в состав ВМФ РФ в присутствии Владимира Путина. Встреча, которая войдет в историю уже сегодня. В Белом доме его хозяин примет лидеров Армении и Азербайджана. Страны планируют положить конец многолетней вражде. Никол Пашинян и Ильхам Алиев подпишут мирное соглашение, в котором будет предусмотрено создание важного транспортного коридора через армянскую территорию между основной частью Азербайджана и его эксклавом Нахичеванью. Вашингтон будет играть активную роль в этом проекте и получит исключительные права на его реализацию. Как пишет Рейтер, коридор назовут в честь американского президента. Маршрут Трампа для международного мира и процветания. Он будет действовать согласно армянскому законодательству, но США получат право передать управление им специальному консорциуму. Сообщается, что Армения и Азербайджан вместе обратятся с просьбой распустить Минскую группу, которая с 1992 года занималась урегулированием конфликта между этими странами. В отличие от договоренностей 2020 года, когда
когда транспортный контроль осуществляли российские пограничники, новый проект не предусматривает участие России. Возможно, этим и вызваны все антиазербайджанские и антиармянские провокации Москвы в последние месяцы. Что об этом думаете? По всему миру продолжается война с российскими шпионами. В американском Техасе арестован 22-летний военнослужащий Тейлор Адам Ли. Пытался передать России засекреченную информацию об эксплуатации танка «Абрамс». В Федеральном бюро расследований заявили, что молодой солдат хотел получить взамен на военные секреты российское гражданство. В сообщении, которое он послал чекистам, предатель писал, что был бы готов оказать помощь Москве даже добровольно. Похоже, ФБР сработало быстрее, чем СВР или ГРУ. В июле Ли встретился с человеком, которого считал российским шпионом, и передал ему флешку с секретной информацией о танке. Позже агент-неудачник доставил по указанному адресу детали Абрамса и сообщил об этом мнимому куратору. Отдельное спасибо, что смотрите, досматриваете до конца, и спасибо за доверие. Жду ваших развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. Прекрасного вам и продуктивного дня. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.